Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами вот такой красавчик Paper Knives EDC. Оригинал этого ножа стоит что-то порядка от 150 до 200 долларов. А это китайская, очень хорошая копия. Верой и правдой много лет мне служил. Очень удобно на любых ключах. Висит, места не занимает. Ну, пришла пора делать ему полное ТО. Насколько заржавело уже все. Ну, вы же сами понимаете, нож, который используется, рано или поздно он всегда приходит в какое-то вот такое состояние. Это нормально. То есть идеальным остается только тот инструмент, который лежит для красоты. Давайте мы эти болтики сразу зальем уксусом. Пусть отходит. Что у нас здесь? А здесь у нас как бы тоже немножко не айс. Обратите внимание, лезвие уже совсем убито, грязное. Не знаю, даже, наверное, нет смысла его оттирать. Но несмотря на все на это, своей какой-то остроты лезвие не потеряло. То есть она что-то держит. Конечно, не идеал, но если что, им можно еще поработать. Ну, мы его заменим. Побаловались, хватит. Смотрите, уксус практически моментально отъел ржавчину, что не может нас не радовать. Значит, пробуем так. Угу.
ВДшка и уксус, то в принципе такие самые большие химические друзья Нажимана. Да и вообще не только Нажимана, а всех, кто хоть как-то что-то делает с железом. Знаете, запах такой не просто ВДхи, а реакция, которая произошла. То есть такой несколько неприятненький. Я думаю, дадим мы 5 минут, чтобы все это сейчас на солнышке у меня проветрилось. А потом начнем собирать. Ну что, собираем наш аппарат. За столько лет настолько крепко сидели все эти шурупчики, что я даже не буду использовать фиксатор резьбы. Никуда они не делись и, думаю, впредь не денутся. Вот, не в качестве рекламы, а так вот, обратите внимание еще раз. Вот. Это набор сиамовский. Даже вот такую мелочь, как удобно, когда все это магнитное, раз, примагнитил и спокойно вставил. Не надо никаких танцев с пинцетами, матом и всем остальным. Ну вот, берем новое лезвие. Так, а что с лезвиями? Одинаковые должны быть. Одинаковые. Пробуем еще раз. Первый щелчок. Второй щелчок. Угу. Что не хочет вставать? Ну, давайте старое поставим. О, видите, как легло хорошо. А это почему-то не хочет. А в чем причина? Чуть-чуть длиннее, видите? Ладно, это не проблема. Сначала поставлю это. Я просто стандарты не нашел. Где-то они у меня есть. А взял лезвие вот от ножа своего Work Pro. А они там чуть-чуть нестандартные. Ну, в общем, вот этот нож. Острый, легкий, резучий. Маленький ваш EDC помощник. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Ну, все-таки решил я показать вам его как положено в полном его достоинстве. Убираем воркпрошное лезвие. И достал я, пошел обычные стандартные. Есть и простые. И вот с отверстием. И вот смотрите, стандартные лезвия. Входит в него, видите, вот все плотно. Раз, два. И вот полное закрытие. Теперь давайте возьмем стандартное без отверстия. Вот то же самое. Все плотно закрыто. Значит, это просто Work Pro с их собственными стандартами никуда больше не подходит. Ну вот. Теперь уже на самом деле. До свидания. До новых встреч.